Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я вам представляю носочки женские 39 размера из секционной пряжи. Назвала их эти носочки «Радуга». Они такие сочные, яркие, летние. И вязала я, еще раз повторю, на 39 размер. Они могут подойти на 38, ну и я думаю на 40 то же самое. Что касается пряжи. Пряжа у меня получается... Я заказывала ее на Алиэкспрессе. Это у нас молочный хлопок, но на сайте у них написано, что это хлопок с акрилом. Так, можно стирать в машинке при 30 градусах. Так, что касается метража. Метраж у нас получается в 50 граммах 105 метров. Так, ну и антипинга, то есть для детей в самый раз. Ну, для взрослых, я думаю, тоже подойдут такие носочки для домашнего пользования. Набирала я на спице 48 петель необычным способом, а эластичным, который тянется очень хорошо. И лицевая резиночка 1 на 1 у меня получилось 24 ряда. Затем у меня паголенок вывязан лицевой гладью 25 рядов. Так, и что касается размеров, у меня получается от резинки до пятки 13 сантиметров. Сама длина пяточки, стопы у меня получается 25 сантиметров. Так. То есть у нас есть таблицы разные есть в интернете. И что касается вывязывания вот этих вот вывязывание носков, у нас получается вот 39 размер и длина 25 сантиметров. Так, дальше у нас шла пяточка. Пяточка вывязана на 24 петлях, то есть я делила вязание на две части и делила эту часть уже на 3 равные части по 8 петель. Вывязывала я высоту пяточки 24 ряда платочной вязкой, то есть в каждом ряду у меня были лицевые петли, потому что это поворотное вязание. После этого у меня чашечка связана лицевой гладью. Так, 8 петель вот эти связаны лицевой гладью. После того, как вывязана была пятка, я набирала боковые петли. Боковых петель у меня получилось 14. Так, 14 петель. И в клине подъема я убавила 6 петель. Эти вот лишние петли. Вот это вот где маркер, это у меня получается последняя петля, где была убавочка. Так, от последней убавки в клине подъема и до мыска на 39 размер мне пришлось вывязать 44 ряда. Если вы хотите вязать на размер меньше, значит, естественно, будет рядов меньше. Если вы хотите больше, значит, нужно вывязывать больше рядов. Так, где у нас идут начало, где у нас идет убавление в мыске, мы можем определить, когда надеть носок. И если это уже часть, которую вывязали, закрывает наш мизинец, значит, уже пора делать убавки в мыске. Что касается мыска. В мыске я убавляла 5 на 4, то есть 5 раз через лицевой ряд и 4 раза в каждом лицевом ряду. Дальше у меня оставалось 6 петель, я их закрывала, как обычно, иглой. Масса этого носочка у меня получилось 46 грамм. То есть если в моточке у нас идет 50 грамм обычно, то на один носочек у меня получился 46 грамм. Носочки они еще не стираны. Вывязан у меня, правда, один носочек. Я сейчас буду вязать второй, поэтому это было краткое описание носочка. Если кто-то хочет вязать дальше со мной, я сейчас начну вам показывать, как вязать эти носки с самого начала. Ну, вроде бы я вам все рассказала, поэтому вот у меня записи. Если кого-то интересует, можете посмотреть. Носки женские «Радуга». Так, и начинаем вязать.
Я набираю, еще раз повторяю, эластичным способом. Мне не нравится, скажем, обычный способ, потому что вот эта косичка, она какая-то очень-очень такая уж простая, прямая, скажем так. Вот. И у меня уже набрано, всего надо 48 петель, я здесь набрала 38 петель, мне получается вот такой вот краешек, так? То есть он такой, когда вяжешь, он становится такой эластичный, то есть нету такой ярко выраженной этой косички, которая совсем уж простит изделие. И набираю эти петли, как обычно, этим эластичным способом следующим образом, так? Вот у нас ниточка, вы берете ее вот таким образом, так, еще раз повторяю, так, пальчик указательный, и затем раскрываете эти ниточки, получается, первая, сначала вы снимаете дальнюю ниточку с указательного пальца, а с большого пальца ближнюю ниточку, и затем на спицы надевайте и подтягивайте. Еще раз повторяю, сначала идет дальняя ниточка с указательного пальца, а с большого пальца ближняя ниточка. То есть не вот это, и таким образом тоже набираю. Мне больше нравится именно с ближней ниточки, с большого пальца. И подтягиваем. Еще раз повторяю, с указательного пальца дальнюю ниточку, а с большого пальчика мы ближнюю ниточку и затягиваем вот такую петельку. Получается у нас эластичный край. Таким образом мы набираем 49 петель. 48 надо, но одна петля у нас получается лишняя, потому что мы должны замкнуть вязание в круг. После этого начнем вывязывать резиночку. Так. Резиночку 1 на 1. Как мы соединяем это вязание в круг? Сейчас я посчитаю просто петельки быстренько. Так. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. 45, 46, 47, 48, так, и еще одна петля для замыкания в круг, 49. Вот таким образом набрано у нас 49 петель. Дальше мы делим наш наборный край на 3 части. Ну, в принципе, пока в любых местах можем разделить. Так, ну, аккуратненько, чтобы у нас край не перевернулся, за этим мы должны следить. Так, вот один раз мы вытянули, а сейчас мы вытягиваем еще один раз. Так, ну, примерно делим, скажем, напополам. Не напополам, а на 3 части, потом мы будем соединять их. И сейчас, получается, мы должны замкнуть вязание в круг. Так, вот это у нас получается край один. Дальше у нас подтягиваем, поэтому я люблю вязать на 100 сантиметров, чтобы оно было больше свободы. Так. И вот у нас получается замыкание в круг. Первую петлю мы должны снять на правую спицу, а вот эту петельку мы надеваем на эту петельку аккуратненько и затягиваем ее так. То есть у нас получается вот вязание в круг мы замкнули вот таким образом. После того, как мы замкнули вязание в круг, мы вязаем резиночку 1 на 1, 24 ряда в высоту. А после этого идет лицевая гладь. Лицевая гладь идет 25 рядов.
То есть резиночка 24 ряда, а лицевая гладь 25 рядов. И после этого мы с вами опять встретимся. У нас связана резиночка 24 ряда, резинка 1 на 1. Лицевая гладь погоренок. На одной спице у нас 24 петли, на второй 24 петли. И мы с вами сейчас приступаем к вывязыванию пятки. Сначала мы будем вывязывать стенку пятки, и это у нас получается 24 ряда. Вот это у нас 24 ряда. Платочная вязка. То есть мы с вами будем вязать поворотными рядами, и это будут все петли лицевые. 24 ряда. Вяжем следующим образом. Сначала у нас будет первый ряд лицевой. Все петли от начала до конца мы с вами провязываем лицевой. Таким образом. В конце ряда мы тоже провязываем все петли лицевыми, последние в том числе. Разворачиваем вязание. И сейчас мы будем вязать изнаночную сторону. Вот этот вот сейчас получается. И опять у нас будут лицевые петли. Но здесь у нас будет такой нюанс. В начале ряда первые 2 петли мы будем снимать, не провязывая. Нить будет перед работой. И в конце ряда будет то же самое. 2 последние петли мы с вами будем не провязывать, нить перед работой. Но все петли будут лицевые. Вот таким образом. Вот эту вот петлю вторую тоже мы не провязываем, нить перед работой. Вот видите, таким образом. Это для того, чтобы у нас был красивый вот этот вот край, который у нас есть. Вот эта вот косичка у нас будет сформирована с одной стороны и с другой стороны. Такая вот будет красивая косичка. Поэтому 2 первые петли мы с вами снимаем в изнаночном ряду. Но вяжем все петли лицевыми. То есть у нас получается платочная вязка. Вот мы с вами довязали до последних 2 петель. И мы с вами их не провязываем. Нить перед работой. Мы просто их снимаем. Одну петельку и вторую. Точно так же. Разворачиваем вязание уже на лицевую сторону. И у нас получается следующим образом. Вот смотрите, 2 эти первые петельки, но мы с вами будем их провязывать. И сейчас мы будем провязывать лицевой. Если здесь мы не провязали на изнаночной стороне, вот видите, где ниточка, то сейчас первые 2 петли мы с вами будем провязывать именно лицевой. То есть в этом ряду на лицевой стороне у нас будут тоже все петли лицевые, в том числе и первые 2 петли, и последние. Вот таким образом мы провязываем до конца ряда. И последние 2 петли, еще раз повторяю, тоже будем провязывать лицевыми. Еще раз покажу. На лицевой стороне 2 петли последние мы с вами тоже будем провязывать лицевой петлей. И одну, и последнюю в том числе. Вот. То есть получается у нас изнаночный рядок. Вот это вот волна такая. Так, разворачиваем вязание. И таким же образом мы с вами дальше продолжим. Так мы будем вязать всего 24 ряда. Встретимся, когда провяжем. Итак, у нас готова стенка пятки. Мы сейчас ее будем делить на 3 равные части. Поскольку у нас 24 петли, значит мы можем разделить на 3.
Получается по 8 петель в каждой части. И вяжем следующим образом. Это у нас будет сейчас вывязываться чашечка. Называется чашечка пятки. Вот она. Вот это вот нижняя часть пятки называется чашечка. Мы ее будем провязывать лицевыми. Так, не так, как здесь у нас шла полностью лицевые петли, то есть платочная вязка. Так, здесь у нас будет только лицевая. Везде. И вяжем следующим образом. Сначала провязываем 8 петель. Это у нас первая часть. Вторая часть опять мы провязываем, но уже 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас на спицах остается 2, 4, 6, 8, 9. Так, последнюю петлю, 8-ю, со второй части и первую петлю с третьей части мы будем провязывать ее лицевой за заднюю стенку. Вот у нас задняя стенка. Это у нас передние стенки. Вот у нас задние стенки. Мы будем провязывать за заднюю стенку лицевой. И у нас будет формироваться вот такая вот косичка. Разворачиваем вязание сейчас на изнаночную сторону. И вяжем теперь следующим образом. То есть на этой спице у нас остается 2, 4, 6, 7 петель. Первую петлю мы снимаем вот таким образом. И дальше мы будем вязать уже изнаночными, потому что у нас должны быть все лицевые на лицевой стороне. Это у нас сторона изнаночная, значит мы ее должны провязать изнаночными. Вяжем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На спицах у нас остается 2, 4, 6, 8, 9. Так, 9. И сейчас мы будем провязывать на... Это у нас изнаночная сторона. Провязываем изнаночной 2 петли вместе. Вот таким образом. Разворачиваем опять вязание, но уже на лицевую сторону. И провязываем следующим образом. Первую петлю мы снимаем. Вот таким образом. Сняли, подтянули. И провязываем, поскольку у нас это лицевая сторона, мы провязываем ее тоже лицевой. 1, 2, получилось 2 петельки. 3, 4, 5, 6, 7. То есть 7 петель у нас провязано. 8-ю петлю со второй части и первую петлю с третьей части мы на лицевой стороне провязываем лицевой за заднюю стенку вместе. Разворачиваем вязание. И таким образом мы с вами будем провязывать до тех пор, пока вот эти вот боковые петельки у нас не будут полностью провязаны вместе. Итак, смотрите, у нас осталось вот по одной петле на спицах с одной стороны. С другой стороны тоже. И посерединке у нас должно быть 8 петель. 2, 4, 6, 8. Эти крайние петли мы должны тоже убавить. То есть у нас на спицах должно остаться только 8 петель. На лицевой стороне мы вяжем все изнаночными. Последнюю мы не довязываем. И вместе с этой последней, с крайней, мы провязываем на лицевой стороне 2 вместе за заднюю стенку. Разворачиваем сейчас вязание. И вяжем на изнаночной стороне
изнаночными петлями. И вот у нас остались 2 последние петли. Мы будем провязывать тоже на изнаночной стороне, именно изнанкой. Вот у нас вывязана чашечка. Так, вот это вот стенка пятки. Платочная вязка. А здесь у нас лицевая гладь получилась. Это у нас будет чашечка. И на спицах у нас осталось 8 петель. Считаем: 2, 4, 6, 8. Вот у нас вывязана уже чашечка пятки. Лицевая гладь получилась. Вот она у нас такая симпатичная. Так, и сама стенка пятки. Стенка пятки, высота ее в сантиметрах у нас получается 6. Вот видите? 6 сантиметров. Сейчас мы с вами будем набирать петли по бокам. У нас должно быть их всего 14. Вяжем 4 петли. Первую снимаем и провязываем. То есть чашечку мы делим напополам. Вот у нас 4 петли. Оставляем на этой спице. У нас будет первая часть вязания, скажем так. И вторая. Вторая также начинается. 4 петли мы с вами провязываем. И начинаем набирать петли по бокам. Вот таким образом. Вот у нас, видите, мы с вами оставляли не провязанные 2 петли крайние. Получилась вот такая вот косичка. И с этой косичкой мы с вами будем поднимать петли. Получается первая петелька. Вот у нас. Вот она. За 2 эти дужечки мы с вами берем и провязываем первую. И таким образом начинаем следующую. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Вот они, 2 эти дужечки. 10-я. Так, посчитаем еще раз. 2, 4. Это у нас было на чашечке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всего должно быть 14. 12. 13. И осталось у нас еще набрать 1 петельку. Так, мы ее тут как бы наберем, вот, наверное, отсюда. Посмотрим, будет красиво у нас или нет. Так. Ну, в принципе, вот таким образом. То есть вот у нас эта косичка начинает образовываться. Так. О чем я и говорила. Вот эта вот косичка у нас, получается, остается. И мы набрали с вами 14 боковых петель. Так. Чтобы я знала, где начинается у нас передняя часть, верхняя точнее, я всегда вешаю марки. Для меня это удобно. И начинаю вывязывать верхнюю часть носка. Так, мы ее тоже делим напополам. Получается по 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вытягиваем леску. И провязываем этих 12 петель. У нас будет вся, дальше идет лицевая гладь. То есть все петли лицевые. Вот у нас первая часть вязания. Так. Получается вот таким образом. 4 петли чашечки. Дальше мы набрали 14 петель боковых. Мы их потом будем убавлять, чтобы вот на этой части до маркера у нас получилось точно так же, сколько и здесь. Вязаем вторую часть.
Я вот уже провязала 12 петель. Дальше будем набирать 14 боковых петель с стенки пятки. Так, затягиваем так, чтобы у нас не было дырочки, проверяем. Так, вот смотрите, вот видите, петля нормально получилась. И следующую. Но при этом затягивать нужно, чтобы не было таких вот некрасивых дырочек. И так до конца. Вот по этим краешкам набираем. Всего должно быть отсюда и до сюда 14 петель. И затем провяжите вот эти вот 4 петли чашечки. Получится 14 петель боковых плюс 4 18. Здесь 12, а здесь 18. Еще такой у меня нюанс получается. Здесь вот в конце мне нужно еще добрать петельку, но у меня вот видите, какая-то такое вот некрасивое соединение, поэтому я беру одну дужечку такую и скрещенной петлей провязываю лицевой и подтягиваю. Вот у нас получается 14 петель. И чашечку пятки мы с вами провязываем. Таким образом у нас получилось две части вязания. Вот первая часть вязания и вторая часть вязания. Сейчас мы будем вязать убавки с убавками. Вот отсюда начинаются убавочки, так, и у нас лишние петель, как я уже говорила вам, у нас 6. Их мы будем убавлять. Один ряд по кругу я провязываю полностью лицевой, без убавок. Это самый первый ряд, а затем уже начну убавлять. Первая убавка. Вот я провязала петли. До маркера у меня остается 3 петли. Так, и я начинаю их убавлять. Так, 2 вот эти вот петельки с наклоном вправо, чтобы у нас такая вот формировалась красивая, ну, косичка, да, вот она. Вот показываю. Так, а одну лицевую я провязываю и затем перевешиваю маркер и дальше вяжем. На второй части вязания провязала вот эти вот верхние петли. Дальше здесь получается первую петлю я провязываю. И идет первая убавка вот уже с этой стороны. Сейчас она у нас будет убавочка влево. Делаем таким образом. Первую петельку мы снимаем, не провязываем нити работы. Вторую провязываем лицевой. И предыдущую, которую не провязываем, мы надеваем на эту петлю. И у нас получается, вот видите, наклон уже влево. То есть вот у нас пяточка, наклон влево, и оно будет идти вот так вот, косичка влево. Так, вот эти вот красивые у меня косички получаются. Итак, провязываем до конца этого ряда. Следующий ряд у нас будет полностью лицевой, то есть мы следующий ряд будем провязывать без убавок. И таким образом мы будем убавлять петли до тех пор, пока у нас одинаковое не будет количество. Вот здесь 12, и здесь должно всего, на этой части должно остаться 12 петель. То есть всего у нас 48 мы набирали, соответственно, и дальше у нас должно остаться 48 петель. Так, на этой части 24 и на этой 24. Даже можно не считать, а просто посмотреть потом по количеству этих петель, которые остаются вот на этой части. То есть здесь 12 должно остаться и здесь 12 петель. Остается у нас последняя убавка. Вот у нас формируется клин подъема, и у нас осталась одна убавочка. Так, если у нас пяточка вот расположена вот таким образом, значит убавка у нас должна идти вправо. Так, и у нас последняя убавочка с этой стороны будет провязываться следующим образом. Еще раз повторяю, за передние стеночки
2 петли вместе. Так, немножко подтягиваем. И вот у нас получается пяточка здесь. И значит, убавочка должна тоже идти вправо. Эту лицевую мы переснимаем. Так, с этой стороны убавочка будет выглядеть следующим образом. Вот провязали мы верхнюю часть. Первая петелька у нас лицевая. Так, и запоминаем таким образом. Пяточка у нас расположена уже с этой стороны слева. Значит, убавка у нас будет идти влево. Она делается следующим образом. Первая петелька снимается, не провязываем, не заработаем. Вторую петлю мы провязали и предыдущую надеваем вот на эту петлю. И дальше провязываем. Итак, я провязала 44 ряда от последней убавки в клине подъема. Вот я повесила маркер. Я обычно так делаю, так легче считать потом ряды. Так, вот как здесь. Вот видите, вот отсюда и до сюда у меня получилось 44 ряда на 39 размер. Что касается количества рядов, можно при помощи счетчика рядов подсчитывать количество. Так, ну, если даже и запутались, то в принципе здесь ничего сложного нету. Можно посчитать каким образом. Вот у нас идут эти косички. Косички идут. Так, и вот у нас это первый ряд после убавки. Вот смотрите. Вот это вот у нас получается была последняя убавка. Так, а там, где висит маркер, это у меня получается первый ряд после убавки. И отсюда мы считаем вот таким образом до того места, где мы закончили. 1, 2, вот подхватываем буквально вот эти вот косички. Получается вот это один ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И таким образом получается у нас 44 ряда. Вот у нас провязано. Сейчас мы с вами начинаем вязать мысок. Делим вязание уже немножко по-другому. Получается вот эта вот нижняя часть у нас будет стопа и верхняя часть носка. Так, немножко спицы сделаем по-другому. Так, где у нас маркеры? Вытянем спицы. Так, и вот здесь вот тоже. Сейчас у нас будет идти ленточный мысок вот таким образом. Вот смотрите. Так, с одной и с другой стороны. Вот это вот мы начинаем сейчас вывязывать. Это называется мысок. В носке делаются убавки. Сначала мы с вами будем провязывать. Сейчас немножко настроим. Так. И вот смотрите, что у нас дальше идет. Так. Провязываем полностью нижнюю сторону, нижнюю часть, это стопа. Так, маркер этот можно убрать, он уже не нужен. Так, теперь верхняя часть носка. Делаем убавочки. Сначала у нас идет одна лицевая, а затем у нас убавка будет идти с наклоном влево. Каким образом? Первую петельку мы снимаем, вторую провязываем. Так, и вот это вот не провязанное надеваем на следующую петлю. У нас получается, вот это вот, видите, наклон уже идет влево, туда. Провязываем дальше до конца ряда. Так. До конца ряда.
Остается у нас 3 петли. И сейчас вот эти вот 2 петельки мы будем провязывать с наклоном вправо. С наклоном вправо. Так, захватываем передние стеночки, провязываем 2 петли вместе и немножко подтягиваем. Вот у нас получается вот эта вот петелька смотрит вправо. И провязываем лицевой. Нижняя часть стопы. Также первую петельку мы провязываем. И опять с наклоном влево делаем убавку. Первую петельку мы снимаем нить за работой. Провязываем. Не провязанную петельку мы надеваем на вот эту вот петлю. Так. И опять провязываем до конца ряда. Остается у нас 3 петельки. Мы тоже делаем убавку. С наклоном захватываем 2 петельки за передние стеночки и провязываем вместе лицевой. Подхватываем. Так, вот она у нас опять смотрит вправо. То есть получается, вот если у нас эта часть вязания, одна убавочка у нас вот смотрит влево, а вторая вправо. И провязываем вот эту вот одну лицевой. Таким образом мы делаем до конца. Не до конца, а таких у нас убавок будет 5. То есть мы сейчас по кругу сделали по одной убавке. Смотрите, вот здесь одна убавка, вторая убавочка. Затем на нижней части мы с вами делали убавочку. Вот она. И здесь тоже. То есть в каждом ряду у нас получилось сейчас 4 убавки. Следующий ряд у нас будет лицевой, то есть мы не будем сейчас делать убавку, полностью провяжем, а затем опять делаем убавку точно так же. Вот смотрите, если у нас вот эта вот часть носочка, значит первую петельку мы провязываем лицевой, а затем 2 петли вместе с наклоном влево. Так, здесь у нас с наклоном вправо. Последняя петля провязывается лицевой. Получается у нас вот такой мысок. Смотрите. Вот те петельки, которые мы не провязывали. Вот они 2. А по бокам это получаются убавочки. Вот это вот убавки. Так. И если смотреть на носок, вот так вот у нас должно быть. Еще раз повторяю, мы сейчас сделали по одной убавке в одном ряду. 4 убавки в этом ряду. Следующий ряд у нас будет полностью лицевой. И еще мы с вами должны так сделать 4 раза. То есть получается 5 убавок. В каждом ряду по одной убавке, но это будет 5 раз. Так, вот у нас осталось убавить еще по одной петле с 2 сторон. Первую петельку мы провязываем, эту мы снимаем, следующую провязываем и предыдущую надеваем на вот эту вот петельку. У нас получается наклон влево. Провязываем 2 петли. И сейчас у нас уже убавочка будет с наклоном вправо. Убавка с наклоном вправо провязывается вот таким образом. За передние стеночки 2 петли вместе и подтягиваем. Вот у нас, видите, она повернута вправо. Эту петельку мы провязали. И на этой спице у нас получается 6 петель. На следующей спице стороне мы таким же самым образом делаем убавки. Последние убавки в мыске. Первую петельку мы провязываем. Следующую мы снимаем. Эту петельку провязываем. Предыдущую надеваем на следующую. И это у нас получается наклон влево. Провязали 2 петли. И получаются 2 следующие
с наклоном вправо. Вот таким образом. А эту петельку мы провязали лицевой. Таким образом у нас на спицах получилось 6 петель. По 6 петель, которые мы сейчас будем закрывать иглой. Так. Сейчас можно отрезать кончик. Ну, кончик, так сказать, не сильно большой. Так. И одеваем в иголочку. В иголочку иногда очень тяжело вот попасть, скажем так, долго. Можно это сделать немножко быстрее. Взять кусочек бумаги. Так. Сюда ниточку эту вставить. Так. И затем по ширине вот этой нашей иголочки отверстия мы вставляем туда вот эту часть бумаги. Так. И продеваем ее вот таким образом. Сейчас мы закрываем петли иглой. Так. У нас получается по 6 петель на каждой спице. И начинаем мы закрывать петли следующим образом. Так, вот пальчик я вставила указательно между спицами, чтобы немножко у нас было более, скажем, понятно. Так, на этой стороне мы сначала иголочку вставляем вот таким образом. Снимаем эту петельку. И иголочка идет в следующую петлю рядышком. Подтянули немножко. Сейчас со следующей спицы мы должны сделать немножко по-другому. Сейчас мы должны влево. Если изнаночная сторона, мы должны сначала иголочку ввести в левую сторону. Так. Вот таким образом снимаем эту петельку. А в следующую петлю мы продеваем иголку, но она уже идет вправо. То есть можно запоминать таким образом. И подтягиваем. Если у нас лицевая сторона, значит мы сначала должны ввести иголочку, но она идет вправо. Если лицевая, вправо. А во второй уже влево. Подтянули. Если это у нас изнаночная сторона, получается наоборот. Мы сначала иголочку влево вставляем в петлю, а во вторую выводим уже вправо. Вот сюда. И аккуратно снимаем, подтягиваем. То есть у нас петельки получаются, они вот такие вот разворачиваются друг к дружке. Так, остается у нас 4 петли. Лицевая сторона. Сначала мы идем вправо, снимаем, и в левую сторону. На изнаночной стороне мы идем сначала влево, а затем вправо. То есть у нас петли должны развернуться. И подтягиваем. Изнаночная сторона, первая иголочка идет вот таким образом. Так. На другой стороне у нас, так вот это вот я не сняла. Это я не сняла немножко. Так, подтянули ее. У нас должно быть уже 3 петельки. Так. Это влево идет, а потом идет уже вправо. Так, и последние петельки у нас получаются следующим образом. На спице остается 1 петля. И на изнаночной стороне точно так же. Сначала влево, затем вправо. Но петелька остается. То есть у нас на спицах получается по 1 петле осталось. Что мы с вами дальше делаем? Как обычно,
на лицевой стороне мы должны сначала ввести вправо петлю и вводим вправо. Снимаем спицу. С изнаночной стороны у нас петелька осталась. Мы тоже вводим, как и вводили. Сначала влево. Поскольку у нас больше петель нет, мы снимаем все. Вот у нас получилось такой вот край. То есть петля в петлю. Что у нас получается дальше? Для того, чтобы кончик спрятать, чтобы у нас было красиво все, мы сейчас смотрим внимательно на то, где у нас начало было вот этой ниточки. Так, вот это вот отверстие. Вот видите? То есть получается 1, 2, 3, 4 между две петли, потом 2 петли, между ними вот такое вот отверстие. То есть у нас получается вот здесь вот есть такая дырочка, и мы должны ввести иголочку и подтянуть, и подтягиваем, хорошенько так подтягиваем. Так, если у нас вот что-то вот такое вот есть, так иногда продевается очень хорошо, все скрывается, так, но здесь у нас вот видите даже какой-то такой вот есть. Так, я беру обычно крючок и в каком-то месте поддеваю и вытягиваю вот это вот то, что, скажем так, немножко некрасиво, туда аккуратненько, не сильно так, но оно прячется. Вот видите, все, оно спряталось. Так, получился у нас такой вот мысок. Вот видите, аккуратно все с одной, с другой стороны, и выворачиваем наизнанку. Остается нам спрятать кончик этой нитки. Вот это вот, смотрите, вот у нас то, что вытянули крючком. Я немножко его, скажем так, закрепляю, чтобы оно не проделось на лицевую сторону. Так. И в соседние петельки вводим иголочку, закрепляем эти ниточки. То есть прячем. Все. Здесь можно отрезать. Ну, я обычно немножко оставляю, чтобы было видно где-то. Так, вот таким образом у нас получается вот такая красота. Этот кончик мы тоже спрячем. Так, и у нас 2 носочка уже связаны. Так. Длина стопы, вот смотрите, у нас длина стопы 20 сантиметров. Это если у нас 38-39. Как я и говорила, я вязала на 39 ряд, размер, и длина стопы 20 сантиметров. Так, именно до мыска. Вот если от начала пяточки и до начала мыска у нас получается 20 сантиметров. Так, ну а вся стопа у нас получается 25 сантиметров, как я уже показывала в начале видео. Вот такие вот носочки получились. Осталось нам только их постирать. И на этом у нас все. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И всего доброго.